стержню длиной 100 см приложены параллельные силы. У левого конца 20 ньютонов, в середине 30 ньютонов и у правого конца 90 ньютонов. Найдите равнодействующую силу и точка ее приложения. Известно, что длина стержня L равно 100 см. Сила F1 приложена у левого конца равно 20 ньютонов. Сила F2 приложена в середине и равно 30 ньютонов. Сила, которая приложена у правого конца F3 равно 90 ньютонов. Найти равнодействующую точку ее приложения. Длина общая все стержня будет равна L большое. Здесь действует сила F1, здесь действует сила F2, ну и действует сила F3. Здесь 20 ньютонов, это 30 ньютонов, это 90 ньютонов. Для того, чтобы каким-то образом определить с этими размерами, давайте определим ровно половину этой длины через L. L будет равно тогда L большое делить на 2. Эта сторона тоже будет L, и эта сторона длины L. Это средина. Вот действующая сила 30 ньютонов, которая действует посередине. Каким образом определить точку, и будет действовать равнодействующая сила? Если бы вот эти силы были равны, так мы бы сказали, что точка действует посередине. Но если эта сила больше, чем 20 ньютонов, тогда наверняка точка сместится где-то вот сюда, в какое-то место. И обозначим вот это значение, которое сместится. Вот это значение от центра этого стержня, пусть это будет значение x. Рассмотрим, каким образом тут действует сила. Если стержень будет находиться в равновесии, на него действуют 3 силы вниз, и если он находится в равновесии, так сумма этих сил должна быть равна той силе, которая будет давить на вот эту точку подвеса. Естественно, она будет компенсировать реакцией этой точки подвеса, которая будет равна этому значению f. F будет равна просто сумме 3 сил, которая будет компенсирована реакцией вот точки подвеса этого стержня, которая не даст ему двигаться ни вверх, ни вниз. Можно записать, что f равно сумма модулей этих сил. Равна f1 плюс f2 плюс f3 равна чему? 90 плюс 30 120 и 30 140 ньютонов. Узнали f, но теперь нужно узнать, где же ее приложить, в каком месте. Для того, чтобы все это пребывало в равновесии, необходимо, чтобы не только сумма сил всех была компенсирована, результирующая была равна нулю, в данном случае, чтобы и сумма моментов, действующих на этот стержень, была равна нулю. С правой стороны на этот действует F3, ее момент будет вот плечо силы F3, L минус X, и она действует по движению часовой, положительному движению. В противоположной стороне, с левой стороны, будут действовать 2 силы, каждая из них своим плечом, которая будет противодействовать этому моменту. Запишем сначала момент, который определяется силой F3. Будет равна F3, что множится на плечо. Где плечо? Половина – это L, отнять X, плечо будет равно L минус X. Момент силы F1 равно F1, что множится на плечо. Какое плечо здесь? Смотрите, L и прибавить X. L плюс X. Момент силы F2 равен F2, на плечо вот это X. Получается, что момент силы F3 действует в положительном направлении, против него действует два момента F1 плюс F2. Сумма модулей F1 и F2 должна быть модулю равна F3, поскольку мы понимаем о том, что все это должно находиться в равновесии. Запишем это значение. F3, модуль силы F3, что множится на L минус X, равен F1, модулю силы F1, что множится на L плюс X, и модулю силы F2, просто на X. Перепишем это. F3 на L минус X равно F1 на L плюс X, и плюс F2 множится на X. Здесь X у нас неизвестный, поэтому будем решать это уравнение относительно X. Но открываем скобки, получаем F3 на L минус F3 на X равно F1 на L плюс F1 на X и плюс F2 умножить на X. То, что касается неизвестной, переносим в одну сторону, известно сюда. У нас неизвестное что? Вот неизвестное, здесь неизвестное. Значит, это переносим в правую сторону, а F1 на L переносим в левую сторону. Перепишем это. Получаем F3 на L минус F1 на L равно, переписываем это и с учетом этого значения. F1 на X плюс F2 на X и переносится знаком плюс F3 на X. Вынесем X в правой части уравнения, L вынесем с левой части уравнения. Получается L, F3 минус F1 равно X выносим здесь. Получаем F1 плюс F2 плюс F3. Отсюда X будет равен дроби L, F3 минус F1 делить на сумму всех сил F1 плюс F2 плюс F3. Подставим эти значения. Получим значение X равно. Ставим L, F3 минус F1. 90 минус 20 будет на 70 ньютонов. И сумма всех сил сколько у нас? 140 ньютонов. Ньютоны сократим, это сократим, и это сократим. Будет единичка, тут будет двойка. Равно L. Это у нас L делить на 2, поэтому 100, еще двоечку сюда надо написать. Итак, у нас будет 100 делится на 2, что множится на 2, получаем 25
сантиметров. То есть у нас равен 25 сантиметров. В таком случае центр или точка, от которой будет находиться точка равновесия, от силы F3 равна L минус X будет равно 25 сантиметров. Вот это так обозначение будет равно 25 сантиметров. Это место приложения результирующей силы для стержня в данном случае. От максимальной силы от правого конца до точки приложения силы равно 25 сантиметров. Суммарная сила равна 140 ньютонов. И напишем так. От F3 до точки приложения F результирующей равно 25 сантиметров. Потому что L у нас, здесь мы L везде подставляли, только 100 сантиметров не учли о том, что нужно разделить на